Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня мы будем вязать необычные косы спицами. В основе этих кос полупатентная резинка и платочный узор. Выглядят эти косы очень объемно, красиво. Они подойдут для вязания свитера или комплекта из шапки и шарфа. Раппорт такого узора состоит из двух кос. И перекрестия кос сдвинуты друг относительно друга на пол раппорта. То есть вот перекрестие одной косы и у второй косы перекрестие чуть сдвинуто. Изнаночная сторона узора выглядит тоже достаточно интересно. Для вязания раппорта узора необходимо набрать 22 петельки, плюс 2 петли кромочные и плюс 2 петли для симметрии. Я набрала количество петель на один раппорт. Вязание мы начинаем с изнаночного ряда. Кромочную снимаем. Приступаем к вязанию раппорта. Вяжем 2 лицевые. Затем вяжем 5 петель резинки 1 на 1. Начинаем с изнаночной петли. Затем вяжем 10 лицевых. Вяжем снова 5 петель резинки 1 на 1. Начинаем с изнаночной петли. На этом раппорт узора заканчивается, и дальше мы начинаем вновь повторять раппорт. А заканчиваем мы первый ряд 2 лицевыми. И остается кромочная петля. На этом изнаночный ряд готов. Разворачиваем вязание и приступаем к вязанию второго ряда. Он будет лицевой. Кромочную я снимаю. И начинается раппорт с 2 изнаночных петель. Затем мы будем вязать 5 петель полупатентной резинки. В изнаночном ряду мы ее вязали как обычную резинку на 1 на 1, а в лицевом ряду эту резинку будем вязать следующим образом. Я лицевую петлю буду провязывать, подхватая не петлю со спицы, а петлю на ряд ниже. Также вытаскиваю рабочую нить и провязываю лицевую петлю. Изнаночную вяжу как обычно. Следующая петля снова лицевая, и я ее подхватываю на ряд ниже. Вытянула рабочую нить и спускаю. Изнаночная и снова лицевая. 5 петель резиночки готовы. Дальше выполняем 4 лицевых петли. Затем 2 изнаночные. Дальше 4 лицевые. Мы подошли к петелькам, которые вязали в прошлом ряду резинкой 1 на 1. И сейчас эти 5 петель также провяжем полупатентной резинкой. То есть лицевую вяжем, спустившись на ряд ниже. Резиночка готова, и дальше мы начинаем повторять узор с первой петли. А заканчивать лицевой ряд будем 2 изнаночными. И кромочная петля. Разворачиваем вязание и приступаем к вязанию третьего ряда. Он будет изнаночным, и его мы вяжем просто по рисунку, соблюдая наши узоры. Вот эти 2 петли, это расстояние между косами, они всегда вяжутся изнаночной гладью. В изнаночном ряду изнаночная гладь вяжется лицевыми. Вяжем 2 лицевые. Затем идут 5 петель
полупатентной резинки в изнаночном ряду. Она будет вязаться, как обычная резинка, 1 на 1. Затем идут 4 петли платочного узора. То есть наша коса состоит из полупатентной резинки и платочного узора. И сейчас я вот эти 4 петли вяжу лицевыми. Затем идут 2 петли изнаночной глади. Это расстояние между косами. Я их вяжу лицевыми. И начинается вторая коса. Она состоит, как я уже говорила, из платочного узора и патентной резинки. То есть сейчас 4 петли вяжем лицевым. Дальше начинается наша полупатентная резинка. Она состоит из 5 петель. Вяжем ее обычной резинкой 1 на 1. На этом раппорт узора заканчивается, и мы начинаем повторять с первой петли, а заканчиваем ряд 2 лицевыми. И кромочная петля. Разворачиваем вязание. И в следующем ряду мы будем формировать перекрестие наших кос. Для этого понадобится дополнительная спица. Начинаем мы ряд. Кромочную снимаем. Дальше у нас идут 2 петли изнаночной глади. Вяжем 2 изнаночные. И выполняем теперь перекрестие нашей косы. То есть мы 5 петель патентной резинки снимаем на дополнительную спицу. Откладываем перед работой. Дальше у нас идет платочный узор, 4 петли. Вот их мы и провязываем. Вяжем сейчас 4 лицевые. Затем петли, которые мы отложили на дополнительную спицу, возвращаем на левую спицу. И провязываем полупатентной резинкой. То есть лицевую я беру не со спицы, а спустившись на ряд ниже. Вяжем 5 петель полупатентной резинкой. Первое перекрестие косы готово. Затем у нас идут 2 изнаночные. И вторую косу мы провязываем по узору, то есть в ней перекрестия не будет. То есть вяжем 4 петли платочного узора. Затем 5 петель полупатентной резинкой. На этом раппорт узора заканчивается. Мы начинаем повторять его. А в конце ряда у нас всегда остается наша изнаночная дорожка. Вяжем 2 изнаночных. И кромочная петля. Следующие 7 рядов мы будем вязать, соблюдая наши узоры. То есть там, где идет у нас изнаночная дорожка, вяжем в лицевом ряду изнаночным, в изнаночном лицевыми петлями. Полупатентную резинку также вяжем в лицевых рядах. Лицевую мы берем петлю на ряд ниже, в изнаночном ряду обычной резинкой 1 на 1. Дальше у нас идет платочный узор, 4 петли, их мы вяжем, и в лицевом и в изнаночном ряду лицевыми петельками.
То есть выполняем сейчас 7 рядов, соблюдая узоры. Я выполнила 7 рядов, соблюдая наши узоры. Вот что у меня получилось. Посмотрите, как выглядит резинка вот при растяжении с лицевой стороны. И вот это вот изнанка. Вот так выглядит резинка, как двумя такими дорожками. В следующем ряду мы будем опять формировать перекрестие косы там, где мы его не делали. Кромочную мы также снимаем. Дальше идут 2 петли изнаночные. В этой косе мы уже формировали перекрестие, поэтому ее провязываем просто по рисунку. Сначала вяжем 4 лицевых. И далее 5 петель патентной резинки. Затем 2 изнаночные. И теперь будем формировать перекрестие. Для этого нам понадобится дополнительная спица. Спускаем 4 петли платочного узора на дополнительную спицу. И отправляем за работу. Затем вяжем 5 петель патентной резинки. Надеваем петли дополнительной спицы на левую спицу обратно. Провязываем их лицевыми. На этом раппорт узора готов. И заканчиваем мы ряд 2 изнаночными. И осталась кромочная петля. Теперь мы вновь вяжем 7 рядов, соблюдая наши узоры. Выполнила я 7 рядов, соблюдая узоры. Приступаем к вязанию следующего ряда. И сейчас мы будем формировать перекрестие косы вновь на первой косе. Вторую косу будем вязать просто по рисунку. Первую петлю мы снимаем, и раппорт начинается с 2 изнаночных. Затем мы берем дополнительную спицу и снимаем на нее 4 петли платочного узора. И оставляем их перед работой. Затем вяжем 5 петель патентной резинкой. Надеваем петли на левую спицу обратно и провязываем их лицевыми. Дальше идут 2 изнаночные, затем 5 петель патентной резинки. Четыре петли платочного узора, то есть вяжем лицевыми. И на этом раппорт узора заканчивается. Начинаем его повторять. И заканчиваем ряд, как обычно, 2 изнаночными петельками. И кромочными. И дальше мы опять вяжем 7 рядов, соблюдая узоры. Выполнила я еще 7 рядов, соблюдая узоры. И теперь будем опять же формировать перекрестие вот этой вот второй косы. Кромочную я снимаю, приступаю к вязанию раппорта, выполняю 2 изнаночных. Дальше идут 5 петель патентной резинки. Затем 4 петли платочного узора.
Опять 2 изнаночные. Я подошла к косе, беру дополнительную спицу и снимаю 5 петель патентной резинки. И отправляю их за работу. Провязываю 4 петли платочного узора. Петли передеваю обратно на спицу. И теперь провязываю 5 петель патентной резинки. На этом раппорт узора заканчивается. Дальше мы начинаем повторять, а в конце ряда у нас всегда остается 2 изнаночные и кромочная. Дальше опять вяжем 7 рядов, соблюдая все узоры. Я уже выполнила еще 7 рядов, соблюдая узор, и дальше мы уже начинаем повторять, начиная с 4 ряда. То есть мы постоянно вяжем с 4 по 35 ряд на необходимую высоту узора. Если вам понравился данный узор, то ставьте лайк, оставляйте комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. На этом у меня все. Всем пока-пока!